Это немножко ситуация, когда вы заигрались. Слушай, может, ты выспишься уже и будешь этим хорошим котиком. Как будто заранее кажется, что все плохо. У тебя будут дети, смотри, прям показывать, если тебе это надо, конечно. Но здесь немножко такой какой-то момент витания в облаках, да? То потопаешь, то и полопаешь, да? Когда ты вечно ждешь, когда тебя выберут. Ну что, девочки, мальчики, я приветствую вас в основных пространствах нейроведения. Сегодня будем работать на колоде Таро Медузы. Создана она с помощью искусственного интеллекта. И очень часто к колодам, которые созданы искусственным интеллектом, как-то, знаете, относятся скептически. У меня есть опыт создания колоды. Искусственный интеллект, я, сейчас просто стопорнулась на жезлах, потому что крайне сложно прописать эти все жезлы. Ты просишь 4, он тебя рисует 5. И если обращали внимание именно по этой причине, младшие арканы в колодах, нарисованных нейросеткой, они, как правило, просто показывают эмоциональный фон, да, ну, то есть, например, там 4 жезлов, я, например, рисовала в этом состоянии праздника, просто уже выбирала там те типажи внешние, которые там получались, ну, в соответствии с концепцией колоды. Вот я, конечно, все мечтаю выпустить этот. Но это, знаете, вот нейросетка просто живет своей жизнью немножко, потому что даже если ты прям ей прописываешь четкое техническое задание, в каких тонах там тебе это нужно, в каком стиле и прочее, ну как-то она такая, странно себя ведет. А на отшибись я точно не хочу ничего делать, потому что я перфекционист. Это плохо, конечно, но это есть. А вот эта колода мне очень нравится, потому что я создала на ней несколько очень мощных раскладов, которых вы писали мне, там обратную связь давали. Я поняла, что она рабочая. Мы там что-то и женские силы смотрели на ней, и, по-моему, хранители рода и прочего. И вот посмотрим послание, да, себе самой из будущего. И я хочу сказать, что я ушла в жесткое, жуткое сопротивление, потому что, я не хочу снимать расклад на эту тему. Но тут, наверное, вопрос, что я хочу попробовать ее снять, потому что я не снимала. Я вообще просто считаю, что будущее у нас вариативно. А если я так считаю, получается, что я этим раскладом могу как бы программировать вас на один из миллиона возможный вариант исхода событий, понимаете? Поэтому, наверное, я посмотрю ту точку роста и боли или радости, в которой вы сейчас находитесь, и согласно вот вашим, мыслям, позитивным или негативным относительно себя, я посмотрю следующую точку, да, в которой вы прибудете. Потому что я же понимаю, что во многом 95%, давайте так, 99,9% тарологов, снимая бы этот расклад, ушли в состояние манипуляции из серии, что ты сейчас, Паш, пентакли, а потом, обязательно пентаклевая королева, да? Или ты сейчас просто ведешь себя как истеричная маленькая девочка, и тут по мановению волшебной палочки, раз ты, императрица, и мужчина там у твоих ног, как, например, там Вуманара. Вот, да, или там ты считаешь, что весь мир тебя должен по умолчанию, соответственно, да, а потом, ты такая, вышла замуж там за короля Пентаклей. Вот как-то оно токсичненько, правда, получается? Токсичненько именно по отношению к вам, потому что, это же про то, что вас считают не очень умными. Мне это точно не надо, и я сейчас ухожу в сопротивление. Почему? Потому что я снимаю этот расклад на большую аудиторию. Да, пока еще это микс людей, которые смотрят, возможно, меня впервые. Кто-то вообще даже болталку слушать не будет. Это тоже ваше личное дело, естественно. Да, и есть процент людей, кто уже знаком, собственно, с моим творчеством, да, с моим предсказанием, да, с моим, таро-консалтингом. И там уже будет более понятно, да, почему причинно-следственные связи. И, конечно, подобные расклады нужно уводить на закрытую территорию. У меня закрытая территория есть, и появилась она недавно, я уже умудрилась там снять 3, по-моему, расклада.
да, висят они в закрытом доступе, не хочу их выносить в открытый доступ, потому что что-то на тенях Чака Спицана, а там достаточно глубокие проработки, болезненные, но при этом там показан выход обязательно, это важный момент, что там есть выход. И есть моя любимая Монара, на Монаре я очень люблю работать на личных консультациях, особенно вот я понимаю, что человек прям буксовать начинает, я достаю Монара. Но при этом я предупреждаю, что она может быть несколько жесткой. И я сняла закрытый расклад на Монара, и там можно посмотреть, как я работаю на этой колоде, потому что я ушла сильно дальше и глубже, нежели трактовки исключительно отношений, да, то есть многие говорят: ой, пожалуйста, только не на Монара, ну, потому что, скорее всего, привыкли к тому, что тарологи используют эту колоду исключительно для отношений. Я на ней смотрю деньги, я на ней смотрю, бывают негативные какие-то даже и магические истории. Для меня она абсолютно универсальная, потому что она очень круто про связь материального и духовного за счет того, что мощная энергия, сила, мощь тела, как женского, так и мужского, она как бы ничем не прикрывается, и поэтому как бы колода на самом деле в мощном коннекте с материей, с материальным. То есть поэтому можно и смотреть все те процессы, которые у нас про заземление, да, про деньги, там, про психологические травмы, которые мешают нам двигаться вперед. Она же очень круто работает с точки зрения психологии. То мне, конечно, очень не нравится, когда ее воспринимает исключительно как колоду, посмотреть, насколько он там испытывает, да, влечение ко мне или не испытывает, или там, а что же ему конкретно нравится, да, и там уже начинается вот эта вся история, которая может быть не такой поверхностной, как в большинстве своем. Поэтому я ввела это все из открытого доступа. Я буду это делать и продолжать. Хотя бы по той причине, что, знаете, как негласно Монара запрещена на просторах Ютуба, а мне не хочется издеваться над колодой, там, знаете, зарисовывая все эти нежные места или выжигая руны, как бы, знаете, это вообще была какая-то такая кринжатина. Вот видела у кого-то из тарологов прям на этих всех местах руны зачем-то вообще просто. Это вот настолько человек башкой не думает. Ну, знаете ли, да? Там все мы разные. Не хочу я вот непонятно этой цензуры, потому что мне кажется, что если вот колода работает, она должна работать в полную меру, понимаете, в полную мощь. Поэтому, поскольку нам нельзя на YouTube пользоваться ничем таким, который про обнаженку, я все вела в закрытый доступ, и понятно, что спрятала это все под подписку, но вы удивитесь, насколько минимальная подписка, именно по той причине, что это не про то, что я именно вот эти тайные знания, да, прям прячу под огромный замок. Там есть замок, но небольшой, он только вот, чтобы понять, как бы, что вы вот моя аудитория, и там вы увидите, что я действительно могу раскрываться совсем по-другому. Где-то лампово, абсолютно, а где-то, да, допускать в адекватном, конечно, смысле ту жесть, которую я не могу допустить на YouTube. Но, опять же, хочется иногда называть вещи своими именами, да. Вот. Эту колоду я пока не увожу в закрытый доступ, но как знать, да, потому что она тоже очень мощная, такая прям разбивающая, да, наши внутренние оковы и рамки. Однако, да, сказала о том, что определенные сложности сейчас у меня вызывает, да, создание этого расклада для вас, послание из будущего, потому что мне все-таки хочется, чтобы, знаете, как это все имело смысл, а по иерофанту понятно, что мне нужно найти причинно-следственные связи. Давайте. Первый камень у нас синий, второй зеленый и третий оранжевый. В инфобоксе время начала вашего видео. Ну что, голубенькие, привет. Я вас приветствую. Сейчас перетасую колоду. Посмотрим, что же там сейчас, да, в вашей жизни происходит. Вот так вот, ну, обычно делают, знаете, там, было, есть, будет, но мне не интересно ваше прошлое, мне интересна ваша точка сейчас. Если мне нужно будет посмотреть, почему, я всегда загляну, но дурацкие сквозняки оставлять не буду, чтобы сразу прям двери в прошлое вам открывать, и пусть они фонят, они мне нужны пока совсем. Да, как бы ваше будущее, и будем смотреть, почему. А потом, как бы уже, да. Давайте, в какой точке находимся сейчас?
Очень много обиды на мир по королеве чаш, очень много обиды на любовь. Но вот смотрите, именно как бы в этой колоде, да, королева чаш — это женщина прям с потенциалом, и она очень сильно хочет любить. И я так понимаю, что вы будете заглядывать в будущее, да, где вам там ваши духи скажут: слушай, ты обретешь любовь, и девочка, там, ты будешь счастливой и прочее. Но мы, конечно, будем смотреть, в чем же здесь как бы королева чаш, как она проявляется сейчас, нравится ли вам это состояние, потому что она просто может быть капризная женщина, да, ушедшая глубоко в свой внутренний мир, и ей кажется, что она такая классная, что она такая инаковая, что она такая эмпатичная, как вот одна очень красивая девочка была у меня на раскладе недавно. И вот когда мы с ней немножко ковырнули ее предназначение, просила, что я там немножко запуталась, это про то, что она говорит: Анна, а что мне делать с моей мощной эмпатией? Это же мое любимое, потому что в 90% случаев, когда начинаешь разбирать, понимаешь, что человек эмпат именно по той причине, что не хочет посмотреть на свои истинные чувства, эмоции, на свою боль, да, потому что туда страшно идти, и проще увидеть боль, чувства, эмоции других людей. Такие люди называют себя эмпатами очень часто, и им нужно просто аккуратно сказать, что, знаешь, не всегда это так. Да, не всегда это так. Потому что я тоже, знаете ли, долгое время прям считала себя эмпатом, не понимая, что я там читала людей через свои личные драмы, боль и прочее. Мне действительно понадобилось много времени, чтобы выкристаллизовать чтение моей информации, отделить меня непосредственно от клиента. Ну, понятно, да? То есть мы все это делаем, но не все делают это успешно. И здесь вот как бы вот такая ситуация, что вы действительно можете быть сейчас очень сильно погруженными в свой внутренний мир, как бы, и вам кажется, что вот вы такая немножко инопланетянка. Давай, сейчас посмотрим, в чем твоя инаковость. Может быть, правда, знаешь, ощущение, что не такая, как все. О чем здесь твоя королева чаш? Десятка пентаклей, понятно. Понятно, у меня вообще прям есть ощущение, кому читают. Короче, девочки мои прекрасные, читаю тем, кто в какое-то время назад, может быть, да, упоролся в знания о том, что вы какая-нибудь там, знаете, могущественная темная богиня, что, я не знаю, может, у вас там, простите меня, из вагины тентакли растут или еще что-то. Это сейчас метафора, не надо вот это вот возмущаться мне тут, багроветь лицом, как бы, и писать о том, что я тут троллю вас, ни в коем случае. Это именно про то, что женщине кажется, что она обладает какой-то вот повышенной властью над мужчинами, но при этом с мужчинами ей находиться нельзя, потому что, грубо говоря, она условно проживает свою личную тень черной вдовы. По-моему, есть у Спицана, да, то есть это та женщина, которая не знает, как доставить мужчине счастье, и то есть она его больше пожирает, да, потому что где-то внутреннее ощущение, что мужик агрессор, и вы там нужно эти под пяточку, да, и взойти, значит, на свой черный трон. Это немножко ситуация, когда вы заигрались и чуть-чуть оторвались головушкой от материального мира. Потому что вполне возможно, здесь может быть просто какая-нибудь обычная, ну, простите, что я, да, сейчас вернула вас в мир маглов, да, контрзависимости. Поскольку мы не чувствуем себя безопасными, да, в обществе там, лиц противоположного пола, своего пола, неважно, короче, вот любая коммуникация, да, мы себе придумаем вот это ощущение, что то люди на нас нападают, да, то сосуля там на меня упала, то еще что-нибудь. Давайте так, девчоночки, это собирательный образ. Я сейчас не имею в виду там кого-то конкретного, потому что я понимаю, что вы будете искать конкретно себя, уж тем более, если вы где-то общаетесь там со мной там в каких-то наших магических чатах и прочем, да, и вы сейчас просто увидите какие-то отсылки, что-то натянете. Не надо так делать, потому что образ собирательный. Сейчас я привет никому не передала, никому не здрасте, честное слово, не придумывайте, пожалуйста. Ну так вот, и здесь, да, ощущение, что ты вот прям в конфронтации с собой, с окружающим миром, да, что еще? Да ничего, все то же самое вообще, да, пашничай, то есть это может быть какая-то твоя пассивная агрессия, или тебе кажется, что все агрессивно по отношению к тебе настроены. Ну
Ну, давай так, давай мы, собственно, представим, что действительно как бы мир это, знаешь, как безграничное сознание, да, и это не исключительно твоя личная рефлексия и отражение, не твое зеркало, а, собственно, там есть какое-то сознание, да, и что мир тебе хочет сказать сейчас? Что мир тебе хочет сейчас сказать? Найди хорошее. Смотри, здесь уже, видимо, какое-то послание прям настоящим, которое вот переходит на будущее, да. Найди хорошее, если это про твою работу, может быть, ты поедешь каким-то другим маршрутом или пойдешь, соответственно, там. Либо ты всегда там носишь там шапку желтого цвета, надень голубую. Да, там, смотри, паж жезлов — это та энергия, которая свежая, да, это та энергия, которая, знаешь, она как у жизнерадостного подростка, не подростка там в стадии прям пубертата, когда ты всех ненавидишь, да, то есть у тебя проигрывается, как, знаешь, теневой подросток по отношению к тебе и к миру, да, вот это все бежульки и прочее, недолюбливает меня, ну, всякое такое. А нам говорят, что давай, собственно, мы увидим, что есть еще и светлая сторона в этом всем. И как бы твой ресурс, ты, конечно, можешь быть вот эта, знаешь, маленькая собачка до старости щенок, тебе никто это не запрещает, но ты какая-то это, как это сказать, собачка, заменяющая продукт по большей части. Вот такой, знаешь, злой такой немножко щеночек с выпученными глазками и противно лает, который, я не знаю, как эта порода называется. Да, ну слушай, бывают вот эти милашные шпицы, такие прям тоже твари, вот. Не, я хорошо отношусь к животным, просто если это чужое животное, оно на тебя просто агрится и лает, как бы как я могу к нему хорошо относиться? Просто тупо лает, знаете? Ну, как бы да, ты не хочешь ни в какие коммуникации вступать и будет говорить, ой, какой ты носик, какая шерстка, у тебя нифига подобного, хочешь сказать, знаешь что, давай со своей вот этой собакой подальше. Вот вы пока вот, да, в такой позиции. Да? Вот. А нам говорят, слушай, может, ты выспишься уже и будешь этим хорошим котиком или там, да, щеночком, да, прекратишь как бы думать, что если ты кот, как бы тебя там не докармливают, да, или соседи там, прости, да, как бы твои хозяева, мама, папа, вдруг взяли, полюбили какого-то другого кота, да, перестанешь агриться, перестанешь там писать в тапки, да, а как-то попробуешь действительно какие-то иные коммуникации. И вот если ты это будешь делать, вот какое послание из будущего мы с тобой получаем? Что там интересного в будущем? Слушай, в будущем, смотри, у тебя прям открываются дороги, тебе классно общаться с людьми, и, наверное, это послание про то, что не думай, что мир вокруг злой, не думай, что люди хотят тебя обидеть, норовят тебя обидеть. Подумай о том, что действительно могут открываться двери и открываться разные дороги, если ты учишься взаимодействовать с людьми, если ты учишься коммуникациям. Может быть, это какой-то очень интересный нетворкинг по работе, да, может быть, это друзья, да, которые ты действительно важен и нужен, потому что, смотри, послание из будущего, что ты не в одиночестве, ты действительно в окружении тех людей, которые тебя там мотивируют, подбадривают, да, с кем действительно хочется там двигаться вперед, потому что они примерно твоего там поля ягоды, да. То есть смотри, по тройке жезлов тебе действительно дают вот эту перспективу. Если мы сейчас с тобой посмотрим в будущее немножко свысока, да, на то, что сейчас происходит, тебе просто говорят, смотри, вот по пажу жезлов, давай-ка немножко перестраивайся на светлую сторону, больше позитива все же. И тогда ты видишь, что дороги перед тобой открываются. Держи, пожалуйста, баланс, да, нет такого, что в мире исключительно плохое и исключительно хорошее, потому что и там, и ты уж, извини меня, тоже не ангелочек, да, с крылышками. Ты тоже, правда, может быть кому-то неприятен, противен, как вот тот Собакин, да, который просто так вот лает, да, и это не очень приятно. Ну, ладно, ты еще своему там, да, Собакину может простить, потому что, ой, и тебя это умиляет, как бы, да, чужой чуть не очень умиляет, да, неважно вообще, какое животное, вот какая-то рептилия, просто говорят о том, что нет, ты неправильно думаешь вообще, что кто-то хочет причинить тебе какой-то ущерб, да, материальный или там эмоциональный, или еще какой-то, нет?
вообще нет. Такая позиция была по первому варианту. Интересно, да, расклад у нас с вами получается? Но кто-то услышал. Спасибо большое. Это 7 жезлов. Кто-то точно услышал. И кто-то точно выйдет в свою личную 3 жезлов. Это отличная карта. Это карта развития проектов. Это карта коммуникации. Это карта новых дорог, опять же. Ну, пока еще только самое начало. Но, однако, фонариком я вам подсветила происходящее. 2. Ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Небольшое такое послание из будущего. Две карты. Мы смотрим настоящее и будущее. Ну и согласно вот настоящему, да, смотрим, что же нас там ждет в будущем. Читаю в потоке, не спрашивайте, потому что там эта карта означает, или почему вы так почитали. Вот так вот. Вот так вот. Азбуку знаю, да, слова складываю как хочу. Настоящее. Крокодил не ловится, не растет кокос, плачут, Богу молятся, не жалея слез. Видно, в понедельниках мама родила. Да, 2 мечей. 2 мечей — это тогда, когда мы тормозим, потому что мы не видим будущего. Мы пока на данный момент не видим будущего, и для многих из вас по 2 варианту это своего рода читерство, потому что нейроведьма увидит и мне подсветит. Да? Потому что ощущение, что вы как будто сами либо сейчас идете по дороге, которая не прописана по карте, либо просто вы стоите. Да? Стоите. Что-то вы ожидаете. В 2 мечей же нет движения никакого. Может быть, правда, есть ощущение, что все перекрыто, ничего не случается. Не могу найти нормальную работу, да, там нет отношений, нет. Давайте сейчас еще немножко раскрою, посмотрю относительно чего 2 мечей. Какая сфера перекрыта, как вам кажется? Деньги. Деньги, семья. У нас проблемы с заземлением. Потому что бывает такое, что мы, конечно, там все наколдовали, накрутили и прочее, а с заземлением у нас проблемы. То есть не получается проводить в материю то, что мы там себе это. Поэтому мы как бы подперекрываем сейчас. Либо мы потеряли пока связь с землей. Да? Земля в иллюминаторе видна. Да, отлетели головушка или что? Почему связь с землей-то потеряли? Да, отлетели головушка, правда. Земля в иллюминаторе видна, да? Угу. Да, что-то ушли прям, смотри, в состояние. Так самое интересное, что мы не витаем в облаках, как что-то благостное, да? Мы пошли в какие-то еще подвалы, когда вот нам кажется, что это земля, это какое-то прям междумирье, да? Нет ощущения опоры под ногами. Вообще нет ощущения. Тут больше, наверное, какое-то накручивание, да, паш мечей, 7 чаш. Знаешь, как ощущение, что, знаешь, как шить не случилось же еще, а уже happens, понимаешь? Как будто заранее кажется, что все плохо. Заранее кажется, что не получится. Заранее кажется, что нет ресурсов. Заранее кажется, что еще что-нибудь. Заведомо какой-то не хэппи-энд. Нет, слушай, может быть, конечно, тебе кажется, что это душа твоя выбирает подобный урок, потому что вот еще, пожалуйста, тебе отшельник, и тебе кажется, что это вот какие-то, может, кармические задачи проходишь. Еще у тебя, кстати, есть запрет на применение знаний для себя. Ну, это ладно, все бонусом-то. Если мы предположим, что мир имеет сознание, и это не про твою личную рефлексию, и это не про то, что он тебе транслирует и показывает, да, отношение к себе, а что у мира, высших сил, не знаю, во что ты веришь, есть какое-то свое сознание. Что бы тебе здесь хотели сказать относительно всей ситуации, которую ты сейчас проживаешь? Это путь такой, да? Это путь.
И это нормально, и тебе кажется, что ничего не происходит, но ты при этом идешь, да, и копишь какой-то опыт, и этот опыт необходим, и он тебе понадобится. Но у тебя есть путь, смотри. Может быть, путь, может быть, миссия. И если мы сейчас зададим вопрос, а почему же нам кажется, что мы никуда не двигаемся, что нам хотят здесь ответить? Почему по справедливости? Как будто вас остановили, да? Как будто вас сейчас останавливают по справедливости. Потому что ощущение, что у тебя какой-то либо лучший путь, либо тебе действительно по королеве Пентаклей, да, нужно немножко заземлиться, задуматься о материальном, да. Королева Пентаклей, карта Солнца. Ну, есть ощущение, что ты правда могла бы или мог бы выбирать другой путь, да, более яркий для себя, тот, который ты бы хотел. Ну, потому что смотри, вот как бы карта Солнца не всегда у нас прям про исполнение мечты, которая связана с публичностью, потому что кто-то может просто детей рожать, понимаешь, и это лучшее, что... Вот. И здесь такое ощущение, что родовые хранители очень сильно хотят, чтобы у тебя была семья. Вот. Ну или вот как будто нужно вкладывать много ресурсов, и, соответственно, если у тебя нет семьи, то, может быть, это про то, что твоя семья, твой род, соответственно, и тебе туда нужно прикладывать усилия. Вот что-то такое. Ладно, давай смотреть твое будущее. У тебя будут дети, смотри, по второму варианту, прям показывать, если тебе это надо, конечно, паж чаш. А если эта карта не касается детей, что-то какой-то важный момент реализации материнства. Если карта не касается детей, паж чаш, шестерка жезлов. Это про то, что какие-то твои желания, то, о чем ты мечтал в детстве, оно сбудется. Про исполнение каких-то детских желаний твоих, да? О чем ты там мечтал-то в детстве? Расскажи. Колесо фортуны. Правосудие, занимать свое место где-то по праву, да, страшный суд, да, есть такое. Может кого-то возглавить, может кого-то победить, может быть получить какое-то признание, соответственно, или женщина, да, которая мечтает, чтобы мужчина такой был очень яркий, а она такая в тени, но при этом в хорошей позиции служения, потому что он закрывает ее потребности относительно семьи. То есть все это может сбыться, понимаете? Вот какое-то желание сбудется, какое-то важное глобальное желание сбудется. Вот, но я все равно буду говорить про какую-то родовую историю, раз уж работаю на этой колоде, род действительно от вас хочет, и хочет продолжения, и при этом достаточно давно, и как бы вам на что-то даются ресурсы, от рода. Давайте посмотрим, на что же даются ресурсы от рода. Так, тройка мечей. Карта башни. Выйти на следующий уровень. И при этом как будто вот мы должны получить удовольствие от того, что у нас все получилось. У нас все получилось, и поэтому смотри, здесь послание из будущего тебе, как бы все получится. Все получится. После ощущения, не знаю, какой-то, может быть, потери, разочарования, все получится. Ну, так вот. Троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Так, смотри, это сейчас твое настоящее, такой небольшой момент сигнификации. Окей, а это твое будущее.
И тут у нас еще будет с тобой переходный период, но как переходное, мы сейчас с тобой получим обратную связь от мира относительно происходящего. Давай начнем. Давай, что ты и как ты, что тебе интересно в жизни сейчас в настоящем происходит. Ну, смотри, тайные знания, документы, изучение чего-то важного, может быть, книги, да, потому что верховный жрец сам, может быть, это магические знания. Сейчас я немножко раскрою. И есть ощущение, что тебя правда могут вести высшие силы, но ты пока не понимаешь, куда. Так, о чем здесь верховная жрица для тебя? Да, смотри, как красиво. Вот наращивание силы происходит. Происходит наращивание силы. Верховная жрица сила. Знаете, может, вы даже, если не про магию, а осознавать можете исходящие, нисходящие потоки, вот это все, знаешь, так мы начинаем задумываться относительно того, что это законы мироздания и прочее. Вообще вот есть ощущение, что ты прям точно знаешь или понимаешь какие-то законы, может, попытка их изучать. А к чему это все приводит? К чему это приводит все? Страшно, страшно перед истинной силой, страшно открыть дверь в истинную магию, может быть, страшно открыть дверь в истинную причину происходящего или психологические какие-то, да, свои уроки, травмы, кармы, да неважно что. Вот ощущение, что мы прям стоим на пороге, но боимся перешагнуть. Или, например, замочили ножки, а очень страшно идти на глубину, да. Так, давай, относительно чего эта ситуация? Что мы же должны понять, что, да, мешает двигаться вперед. Почему девятка мечей? Что за ощущения? Вообще, на самом деле, очень похоже на какие-то внутренние инициации. А еще это может быть, ну, на магическом языке, это и шаманские болезни, и всякие посвящения, и переход из одного эгрегора в другой. Психологически это может означать даже депрессию, потому что девятка мечей — это уже, знаешь ли, неконтролируемые процессы. Но мы сейчас посмотрим, как тебе в этом всем. Нравится? Влюбленные? Семерка чаш. Да. Вот, а тебе кажется, что с тобой, несмотря на вот то, что происходит что-то классное. Что-то классное. Но здесь немножко такой какой-то момент витания в облаках, да? Я хочу еще одну карту. А что с тобой вообще происходит сейчас? Давай так, что ты не видишь, но оно происходит. Тоже выход в императрица. О чем это для тебя лично? Угу. Ну смотри, да, это выход в собственную ценность, поэтому если сейчас ты проходишь какие-то уроки на ценность, может, ты уже их прошла, да, потому что любви очень сильно хочется, эмоций хочется, у тебя, знаешь, может быть такое количество любви, что ты вообще весь просто город закрыть можешь этой любовью. Она у тебя, знаешь, как прорывается, да, прям через тебя, потому что это может проявляться в состоянии заботы. Это может идти в состояние гиперопеки, это может про то, как, когда ты к мужчине, ну, знаешь, так относишься, серии ты покушала, шапку надела. Вот как-то так, что какое-то состояние заботушки, оно есть. Но я так понимаю, что тебе не на кого, да, сейчас выплескивать эту любовь. Паш чаш, туз пентаклей, ну, как знать, потому что есть ощущение, что либо тебя любят, и ты это знаешь, либо ты любишь, и ты это знаешь, да, потому что все-таки вот этот момент чувства, он есть. Он есть, и тебе, возможно, подсветили какого-то человека, и ты считаешь, что он единственный, или этот человек тебя увидел и говорит, это моя единственная женщина, что-то такое. Ладно, хорошо. Если мы с тобой предполагаем все же, что мир у нас обладает собственным сознанием, а это значит, что это не какая-то рефлексия, отражение зеркала, то что тебе хотят сейчас сказать по этому поводу всему происходящему? Что тебе хотят сказать? Ну, либо тебя, опять же, выводит в состояние вот этой внутренней зрелости, королевы пентаклей, ощущения ценности, понимание, как взаимодействовать с деньгами или с запасами в холодильнике, да, королева пентаклей. Там всегда, понимаешь, про ощущение зрелости, к этому нужно прийти. Ну, можно, конечно, быть королевой пентаклей в 20 лет, но при условии, что ты наследница какой-нибудь, я знаю, что там короля и королевы фей. И то, ну, в принципе, да, можно так сказать. Но здесь, наверное, речь просто идет больше про
то, что к тебе, правда, могут прислушиваться, ты, правда, можешь иметь определенный авторитет. А если в твоей жизни встречаются сейчас люди мужского и женского пола, с кем ты хочешь создать отношения, они на отношения хотят, понимаешь? Вот. Ты прям транслируешь вот это ощущение, что с тобой в отношениях в долгой перспективе. Что еще хотят тебе сказать? Ну, страшно, да? Колесница. Пятерка чаш. Тебе страшно идти в хорошее, давай так. Страшно идти в хорошее, потому что было плохое. Ну что, смотрим, что же там тебя ожидает в будущем, послание тебе. В будущем. А в будущем, смотри, все будет по справедливости. Что потопаешь, то и полопаешь. Да, и тебе сейчас говорят, смотри, твое настоящее, но закладывай твое будущее. Ну и давай, какое будущее ты формируешь, и, собственно, какой привет тебе прилетает. Благостно или не очень? О чем здесь карта справедливости? Туз чаш. Да, нет, как бы здесь все хорошо. Здесь, наверное, про то, что если ты проходишь уроки на ценность, ты в будущем, правда, можешь встретить такую любовь, которая тебе нужна, которая действительно тебя больше возвышает, нежели разрушает, да, которая все же про адекватность, про здоровые отношения. И опять же, если это важно для тебя, тут, правда, по тузу чаш может быть беременность, да, беременность от любимого человека, может даже еще неоднократное количество, тут яиц нанесешь. Вот, может, много деток будет. И вот это, смотри, состояние умеренности про то, что действительно ты можешь пойти в семейные отношения, да, и в какую-то карьеру, ну, именно уже из состояния стабильности, да, из состояния стабильности. Что тебе еще хотят сказать из будущего? Стабильность, она, смотри, приходит. Так. Закончится, скорее всего, твое какое-то, смотри, либо одиночество, либо самокопание. Видишь, карта смерти и отшельник. Что-то ты выпустишь из себя очень мощное, да, что будет, что там в будущем у тебя. Смотри, да, как ты выпускаешь полностью. Как ты, как это сказать, можно прям овладеть, вот, да, чего ты боишься сейчас. Скорее всего, ты туда пойдешь, что-то встретишь и обретешь, может, какие-то ресурсы. Что там тебе еще будущее открывает? Двойка жезлов, десятка чаш. Как будто тебе начинают нравиться совсем другие люди, может быть. А если тебе кажется, что ты сейчас однолюб, то еще появляются варианты в будущем. И вот вполне возможно, какие-то твои отношения, которые сейчас рушатся или у тебя не складываются, вот типа ты из будущего года смотришь, да, именно по той причине, чтобы ты уже наконец-то вышла из вот этого состояния, знаешь, ожидания, перекрестков неясных, да, когда ты вечно ждешь, когда тебя выберут, или там постоянно соревнуешься за свою ценность, или плачешь, потому что действительно многим жертвуешь, да, человек как-то никакого обмена не получаешь. Вот здесь вот выход из вот этой пятерки пентаклей. И, может быть, знаешь, вот от вот этих вот всех мужчин, которые, ну, условно где-то сдерживают свои чувства, да, и выводят тебя тем самым на эмоции, видишь, король чаш, да, четверка мечей, вот, собственно, или это про то, что сейчас у тебя невозможное отношение с человеком, который, опять же, там, пока еще не разобрался в отношениях семейных, но он через какое-то время, там, смотри, показывает, либо разведется, да, либо все-таки какое-то принятие решения очень важное. Ну, тут вот есть какая-то история про судьбоносную встречу, и ты, скорее всего, ее предчувствуешь. Вот, и она, безусловно, состоится. Будут какие-то попытки выстроить отношения с тобой. Прям показывает, что ты как будто от кого-то ускользаешь, да, и здесь человек действовать начинает. Вот, может быть, ты сейчас просто этого не видишь, но через какое-то время понимаешь, что ценности, скорее всего, выстроены, да, и выстроены как бы личные границы. Вот тебе, пожалуйста, послание, да.
из будущего о том, что если ты сейчас за кем-то бегаешь, то действительно про то, что будут бегать за тобой, потому что уже прокачанная ценность. Пока она еще не очень прокачанная, но я так понимаю, что она будет прокачанная, потому что здесь такой положительный момент. Выйти из личной тройки мечей, состояния жертвенности, прийти в состояние просто очень уверенной в себе женщины. Вот такая была позиция по третьему варианту. А с вами была я, ваша Нейроведьма.